Всем привет! Вы вновь на канале Блог ЖД Фотографа, и с вами, как всегда, неподражаемый, великолепный и самый скромный ведущий этого шоу Игорь Абросимов. И мы с вами находимся в Саратове, что легко можно понять по вот этой конструкции, украденной из Москвы, представляющей собой галочку, сердечко и ставьте имя города. Ты совсем обленился? Повторяешь слово в слово из прошлого видео. Тебя что, фонд кино спонсирует? Задолбало! Погнали на электричку в Саратов! Да, мы действительно едем во второй раз в Саратов. Хотя уже ездили туда в октябре прошлого года. Ссылочка на то видео вот здесь. Зачем 2 раза ездить в один и тот же Саратов? Ответ на этот вопрос вам даст сегодня автобус «Мастер». Вам слово, сэр. Мы едем в Саратов, чтобы наконец-то в этот раз покататься и снять Икарус 283 2.0. Также хочется прокатить Икарусе 260, прокатиться на 415-м Икарусе, который мы сняли в прошлый раз, и посмотреть на ЛАЗ-695М. То есть мы сегодня покатаемся на всех возможных моделях Икарусов? Да! Но сначала поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, подпишитесь на мой канал и на его канал, и напишите какой-нибудь комментарий, чтобы YouTube показал это видео новым зрителям, которых так мне сейчас не хватает. Ссылка на мой канал в описании. Ой, хорошо позавтракал. Сейчас бы в Саратов на Икарусах покататься. Точно, я же уже в Саратове. Троллейбус ПКТС 6271 «Адмирал». Это последнее слово в отечественном троллейбусостроении. И когда вам говорят, что троллейбусы морально устарели, вы смело можете посылать этого человека к лешему. Этот чудесный троллейбус построен в декабре 2021 года, и в Саратове их уже целых 70 штук. Также они есть в Питере, в Омске, в Иваново и в некоторых других городах. Эти троллейбусы бывают 2 модификаций. Одни из них умеют ездить до 15 км без контактной сети, но другие только 100 метров, на случай, если нужно объехать аварийную ситуацию. Эти троллейбусы могли радовать нас в Москве, но, к сожалению, нас теперь радуют пердящие автобусы и довольно сомнительные электробусы. Этот троллейбус обладает всеми признаками современного транспортного средства. Он низкопольный, он тихий, он стильный, и в нем есть USB-розетки, все как мы любим. И, естественно, конечно, в нем есть кондиционер. Именно эти вещи нахваливают нам в Москве, когда рассказывают про электробусы, про новый поезд Москва и про все остальное. Однако и троллейбусы тоже так умеют. А еще троллейбусы умеют не портить экологию пердящими выхлопами. С помощью магии монтажа я переместился в вечер того же дня и опять еду в троллейбусе «Адмирал». Посмотрите, какая крутая у него вечерняя подсветка. Разве это не очаровательно? Этот огромный автобус с гармошкой есть, то, ради чего мы приехали в Саратов. Икарус 283.00. Это последняя пассажирская машина Икарус 283. До 2021 года, похоже, автобусы были еще в Екатеринбурге. Давайте же зайдем в этого красавца и прокатимся в нем, и посмотрим, насколько он крут. Это не какая-то там музейная кастрюля, которая ездит только по праздникам, а самый настоящий городской автобус, в котором можно покататься хоть каждый день, пока его не списали. Итак, 2022 год, Саратов, Икарус 283. Поехали! Моя традиционная рубрика, в которой я трогаю гармошку автобуса или троллейбуса гармошки. Пробуем. О, какая у него резиновая гармошка, это просто потрясающе. Ну и, конечно же, мы заглянем под переходную площадку. Смотрим.
Блог ЖД-фотографа. Заглядываем автобусом под переходную площадку с 2020 года. Мы приехали на конечную 28-го автобуса. И совершенно неожиданно я обнаружил здесь нормальную автобусную остановку. Посмотрите, она стеклянная. Она не похожа на площадку для мусорных баков. Невероятно. По-моему, Саратов делает небольшие, но верные успехи в области урбанистики. В этом видео мы трогаем автобус за всякое. Поехали. Господи, здесь просто рай из Икарусов. Саратовский Икарус 283 – это последний автобус данной модели, работающий с пассажирами. Такие автобусы есть и в музеях. В частности, например, в Санкт-Петербурге он недавно участвовал в фестивале ретро-автомобилей. Также есть Икарус 283 в Московском музее. Правда, я давно не видел с ним свежих фотографий. Не исключено, что его давно уже сожрали мыши в этом несчастном запаснике. Этот красавец-автобус построен в 1991 году. То есть он мой ровесник. 9 лет он работал в Москве, а потом был передан в Саратов, где эксплуатируется по сей день на летних дачных маршрутах. Два самых очевидных отличия от более распространенной модели 280 – это, во-первых, удлиненный кузов, как тягача, так и прицепа, что видно по вот этому окошку, которого нет в 280 серии, а также мост прицепа. Если помните, в 280 серии задний мост поворотный, а здесь он не поворотный и имеет двухскатную резину, за счет чего увеличивается его грузоподъемность. Этот автобус такой огромный, что вдоль него можно идти бесконечно. Посмотрите, какой он очаровательный. У него отличное лакокрасочное покрытие, то есть видно, что за автобусом хорошо смотрят. Вообще потрясающе, что он сохранился до наших дней. Ведь больше таких автобусов не осталось вообще. Например, в Москве из пассажирской работы они ушли году так в 2007. Просто представьте, насколько этот автобус пережил своих собратьев. Но Икарус 283 это еще не все. Посмотрите на эти два очаровательных маленьких 260-х Икаруса. Это собратья 280 серии, только без гармошки. Они покрашены в цвет, который называется охра, и на них зеленые полоски. Выглядит просто офигенно, прямо как будто бы мы попадаем в детство, наверное, в начало 90-х годов, когда таких Икарусов было очень много. Да на самом деле, по современным меркам, видеть сразу два таких автобуса, это вообще нонсенс, это невероятно. Последний раз в Москве Икарусы 260 работали с пассажирами в году так в 2008 или в 2009. А здесь, как вы уже можете видеть сами, эти автобусы до сих пор в работе. Кстати, такие автобусы есть и в Курске. Правда, у меня есть информация, что их списали. Тем не менее, видео из Курска вы можете посмотреть вот по этой ссылочке. Давайте же зайдем внутрь этого очаровательного Икаруса. Автобус, в который мы залезли сейчас, это самый настоящий Икарус 260. Он был таким с завода. В отличие от автобуса, который стоит за нами. Это бывшая гармошка, которые провели специальную операцию по деприцепизации.
я должен выразить глубокое уважение Пассажир-Транс-1. Посмотрите на этот автобус. Ему 31 год, а он, по крайней мере, внешне выглядит просто отлично. У него нету каких-то страшных, ужасных сколов краски. У него ровные полосочки на кузове. Выглядит очень хорошо. Хоть сейчас его ставь в музей. Сейчас мы проедем в этой красоте пару остановок и послушаем, как она звучит. С вами все так же Автобус Мастер, и мы едем в автобусе Карус 260.50. Автобус 1990 года. Собственно, с завода поступил в Саратов, где трудится уже более 30 лет. А тебя больше порадовал какой автобус, гармошка или вот этот, 260-й? О, черт побери, какой сложный выбор. Это же два таких интересных автобуса, они совершенно разные, хотя оба и карусы. Но, наверное, все же гармошка, потому что такие автобусы были в Москве, а вот 260-х в Москве, ну, как-то я не помню совсем. Совсем не помню. Хотя были. Трамвайная линия в заводском районе Саратова на проспекте Энтузиастов. Мне она кажется довольно странной. Она целиком отделена от проезжей части автомобиля, но при этом трамваи здесь ходят с интервалами раз в час. У этой линии огромный потенциал, чтобы развивать здесь движение скоростных трамваев. Конечно, другой вопрос, надо ли это кому-то или нет. Ну уж хотя бы вот эти ужасные рельсы можно было поменять. Кстати, саратовцы, напишите, пожалуйста, как обстоят на этой линии дела по будням. Может быть, это мне, как всегда, повезло, и я приехал в выходной, когда ходит вагон в час, а по будням здесь каждые 5 минут система из КТМов. Ну что, пацаны, опять мы с вами забрались в какой-то захолустье, чтобы сделать фотки автобусов? Да! Вот это и есть трамвай КТМ-5, самый массовый трамвайный вагон Советского Союза, а построено их целых 15 тысяч, если не больше. Поставлялись они во многие города, и в том числе в Саратов. Конечно, этому трамваю можно простить, что сам по себе он страшный, что у него неудобный салон и ужасные деревянные сиденья, которые взяты из какой-то колесницы 19 века. Но это совершенно не повод его так отвратительно содержать. Вагон не заслужил такого отношения. Неужели нельзя сделать так, чтобы из него не сыпались болты, чтобы в нем можно было нормально разговаривать, чтобы не дребезжали железные железяки, и чтобы в принципе этот вагон выглядел хотя бы опрятно, а не как кастрюля с болтами. Хоть саратовский трамвай находится в ужасном состоянии, в чем вы могли убедиться, все-таки у него есть довольно большой потенциал, чтобы стать своего рода легким метро. Но, к сожалению, сейчас ни вагонами, ни инфраструктурой никто не занимается, и поэтому саратовский трамвай представляет собой нечто, которым всерьез невозможно пользоваться. Кто в здравом уме будет час ждать трамвая и час потом ехать на нем туда, куда можно дойти за 15 минут пешком? Дорогие саратовцы, я желаю вам, чтобы вы обратили внимание на свой трамвай и начали, наконец, требовать от городских властей, чтобы они начали заниматься и этим видом транспорта. А мы переходим к следующему сюжету. Новость архитектурного наследия Саратова. И за моей спиной очаровательное красное здание, которое явно построено не в последние 20 лет. Хоть оно и находится в довольно удручающем состоянии, довольно очевидно, что это архитектурная жемчужина. Тем не менее, нашелся уникум, который счел возможным облицевать свой балкон отвратительными железными листами. Хотелось бы мне посмотреть в лицо этому человеку с полным отсутствующим чувством вкуса и прекрасного, чтоб тебя дождь намочил в твоем балконе. Тьфу!
Хорошие новости для любителей поездов. Поезда в этом видео будут. Специально для тех, кого возмущают автобусы, на канале блог ЖД Фотографа у меня вылазка на перегон Жасмины-Курдюм Приволжской железной дороги. Мы приехали сюда, чтобы поймать так называемые кирпичи. Электровозы серии F1, которые получили свое прозвище благодаря красной окраске. Посмотрите на это очаровательное место съемки. Какие здесь крутые зеленые холмы и какая здесь крутая извилистая железная дорога. Если бы еще не было комаров, было бы совсем идеально. Давайте уже знаем, что думают об этом перегоне мои друзья. Марат, тебе слово. Хороший перегон, живописный овраг, симпатичная кривая. Только вот комары, козлы, задолбали уже просто. Ну что, любители поездов, я надеюсь, вы довольны. Для вас целых два красивых F1, два VL80S и клевая электричка. И не надо мне бухтеть, что на канале блог ЖД Фотографа должны быть только поезда и никаких автобусов. Это мой канал, и здесь будут автобусы, троллейбусы, трамваи, метрошки, поезда. А если я захочу, то даже самолеты и корабли. Подписывайтесь, у меня тут очень интересно. Ставьте лайки под видео и пишите комментарии. А мы переходим к следующему сюжету. Мы приехали в Саратовский парк Победа. Но про него вам расскажет мой новый эксперт по паркам Победы, Марат. Марат, вам слово. Да, спасибо. Справедливости ради, это место называется не совсем Парк Победы, это музей боевой и трудовой славы. Здесь, помимо военной техники, которая, кстати говоря, представлена образцами не только времен Великой Отечественной войны, но и, в общем-то, вполне себе современными. Здесь, помимо всего прочего, представлена еще точно так же и хозяйственная техника. Здесь есть, например, трамвай Х, троллейбус ЗИУ-682. А мы с вами сейчас находимся возле мемориала Журавли. Несмотря на то, что непосредственно боевые действия обошли город Саратов стороной, нельзя забывать, что рядом с Саратовым находится город Волгоград, который во время Великой Отечественной войны носил название Сталинград. Во время Великой Отечественной войны возле Саратова была построена целая сеть укрепленных рубежей. Кроме того, из 3 военных училищ Саратова очень многие курсанты были отправлены непосредственно, в том числе и под Сталинград. Здесь существовала даже своя дорога жизни, по аналогии с Ленинградской, по которой доставлялись боеприпасы, продукты, обмундирование в Сталинград. Поэтому, в общем-то, Саратов, несмотря на то, что не принимал непосредственного участия в боевых действиях, так или иначе, город со славной воинской историей. А вы в комментариях напишите, интересует ли вас подобная история в следующих роликах блога ЖД Фотографа. Блог ЖД Фотографа. Развиваем не только транспортно, но и исторически и культурно. Мы едем на конечную остановку Саратов-Оргсинтез, чтобы поймать там автобус Экарус 415, который ходит на какие-то дачные участки. А это автобус МАЗ-103, пригородная модификация. Она отличается от городской тем, что у нее нет задней двери. На ее месте находится сиденье. За окном можно видеть трамвайную линию, которая сперва покажется дохлой, бездействующей. Однако для меня было полной неожиданностью увидеть на ней трамвай. Судя по всему, это такая же дохлая ветка, как там, в заводском районе, на проспекте Энтузиастов, по которой ходит трамвай раз в пару дней. Такой вот милый автобус МАЗ-103. Снова мы приехали в очередную промзону, чтобы посмотреть на автобус. И за моей спиной Икарус 415, тот самый, про который я вам рассказывал вот в этом видео. Теперь он работает на дачном маршруте, и мы попробуем в нем прокатиться. Блог ЖД Фотографа. Приезжаем в сомнительные места ради транспорта с 2020 года.
Ну и пока Игорь с Толиком охотятся за 415-м Икарусом, я решил заглянуть на смотровую площадку. Только посмотрите, какая здесь красота! Весь Саратов как на ладони, начиная от частного сектора, заканчивая микрорайонами. Вон какая Волга широкая. Ух! Так бы съел ее всю. А мост, а? А Энгельс? Вон он, Энгельс, где делают трамваи. Отставить троллейбусы. Троллейбусы там делают. Троллейбусы. А то меня сейчас все заклюют. Ну, посмотрите, ну красиво же, ну. Пишите в комментариях, красиво или нет. Эх, пока эти бескультурщики там непонятно что делают. С какими нищими духом людьми мне приходится ездить. Посмотрите на эти чудесные рельсы. Как можно так содержать трамвайную систему, по которой ходят вагоны? Ладно бы это была какая-то дохлая, забытая богом линия. Но это что вообще такое? Это вы серьезно? Дорогие власти Саратова, ну не бросайте же вы своих. Наведите порядок с трамваями, пожалуйста. Трамвайная четырехпутка. Как вам такое? 4 раздолбанных пути, по которым раз в полгода ездят трамваи. А это вторая саратовская гармошка Икарус 280.33 1991 года выпуска. С постройки этот автобус работал здесь, в Саратове. И ему сейчас 31 год. Собственно, как и 283-му Икарусу. Давайте же посмотрим поближе на эту красоту. Вчера я рассказывал вам об особенностях автобуса Икарус 283. Если помните, двери во вчерашнем автобусе были планетарного типа, то есть из 2 створок. А здесь классические ширмовые двери, 4-створчатые, как были в большинстве московских автобусах этой серии. Также говорил про задний мост. У 283-го Икаруса задний мост был с двухскатной резиной и неповоротный. А здесь задний мост умеет поворачивать, то есть он участвует в рулении автобуса. Где вы были 8 лет? Ровно столько прошло с тех пор, как из Москвы ушли автобусы Икарус 280. Последние из них работали в 9-м автобусном парке. А также их можно было встретить на маршруте Люблино, торговый комплекс Садовод. Но там они уже были не мосгортранспортские. Как и все остальные саратовские Икарусы, 280-й находится также в отличном состоянии. 10 лет назад ему провели капитальный ремонт, в ходе которого поменяли большинство кузовных панелей и покрасили. И таким образом он ездит до сих пор. То есть настолько хорошо выполнены ремонтные работы, что автобус даже не пришлось перекрашивать. К сожалению, в этом автобусе, судя по всему, не родные сиденья. Да и так ли это важно? Главное, что автобус в шикарном состоянии. Приятно в него зайти, он не разваливается, у него нету никаких вспученных панелей на потолке. Он вообще выглядит очень опрятно и свежо, как будто бы новый. Что неудивительно, поскольку на нем всегда работает один и тот же водитель, которому я хочу передать привет и свое глубокое уважение за то, как он содержит свою машину. Саратов – это мекка для любителей автобусов, потому что здесь есть целых 5 Икарусов, 2 гармошки, 2 коротыша, а также 415-й Икарус. И я надеюсь, что руководство Саратова совместно с Пассажиртранс-1 догадаются сохранить все эти автобусы, потому что в дальнейшем они будут точкой притяжения, чтобы в Саратов ехали любители старины и любители Икарусов. Они смогут пофоткать и прокатиться, вспомнить свою молодость, когда таких автобусов было много во всех городах. Надеюсь, мое видео в этом поможет. Блог ЖД-фотографа. Популяризуем общественный транспорт с 2020 года. Класс.
посмотрели по карте, непонятно. Мы вчера ждали. Видите, вы раньше, получается, приехали, чем мы ждали. Мы позже просто пришли. Ну, мы, получается, позже были чуть, буквально минут на 10 минут позже, да. Нет, что, дорога нормальная, хорошая. Привет, сам, я быстренько раз, здесь. Понятно. А пока домой тебе поставишь. Нам удалось прокатиться в автобусе ЛАЗ-695. Этот автобус тоже довольно редкий. Я даже не знаю, где кроме Саратова еще можно встретить эти автобусы в пассажирской работе. Этот автобус вызвал у меня прямо детский восторг. Он 96-го года, но при этом он совершенно не ушатанный. У него спокойно работает двигатель, не ревет, не пердит. И в салоне все аккуратно и опрятно. Конечно, есть небольшие потертости, но это не имеет никакого значения, потому что общее состояние автобуса я оцениваю на отлично. По-моему, при таком отношении он запросто проездит еще лет 10. На что я надеюсь, разумеется. За моей спиной автобус Mercedes-Benz O405. Такие автобусы в Саратове не редкость. Их очень много. Строились они с 1983 года по 2001 год. Также есть в Саратове и автобусы-гармошки N405G. Также есть дешевая, скажем так, российская адаптация данного Мерседеса под маркой ГАЛАЗ. Это более упрощенная версия Мерседесов с не клеенными окнами, а вставленными в раму в привычном понимании, как в ЛЯЗе 52-56. А сейчас мы прокатимся в этом красавце, Мерседесе O405G. Собственно, сейчас мы находимся с вами в автобусе Mercedes-Benz O405G. Та самая гармошка. Эти автобусы поступили в Саратов из Германии, соответственно, они бэушные. Как я уже сказал, автобусы данной модели строились с 1983 по 2001 год. Это очень интересный автобус, на них мало кто обращает внимание в общем потоке, потому что они не такие, наверное, выделяющиеся визуально, как Карусы, и менее редкие, хотя, для Саратова менее редкие, здесь их много. Чем интересны еще эти автобусы? Привычные автобусы ЛЯЗы или Карусы так или иначе проветривались при помощи форточек и люков. В немецких же автобусах эта система продумана более интересным образом. Она представляет из себя вентиляторы, которые захватывают воздух с улицы в салон. То есть система приточной вентиляции. Друзья мои, это был Саратов. Чудесный российский город с огромным туристическим потенциалом. Тем более сейчас, когда границы практически закрыты. Здесь много красивой старой архитектуры, много крутых автобусов. И, конечно же, здесь есть очень красивая природа. Конечно, городом следует заниматься, сделать нормальные дороги, привести в порядок трамваи. Но в целом здесь все равно довольно уютно. Мы прокатились на всех возможных автобусах Саратова. На Икарусе-гармошке, на коротком Икарусе, на 415-м Икарусе, на ЛАЗе 695, а также на довольно интересных, но почему-то обделенных вниманием автобусных фанатов Мерседесах-гармошках. А тебе, как Саратов, рассказывай о своих автобусных впечатлениях. Что я могу сказать? У нас все сегодня получилось. У нас, в принципе, за эту поездку все получилось. Гораздо больше, чем в прошлый раз. Мы обкатали все Икарусы, которые можно было. Умудрились прокатиться на нулевом рейсе ЛАЗа 695N. Мы покатались в Мерседесе гармошке, что нам не получилось тоже в прошлый раз. То есть в Мерседесе Benz O405G. Друзья, а это был блог ЖД-фотографа. Блог ЖД-фотографа. Популяризируем общественный транспорт с 2020 года. Я Игорь Абросимов, а это Автобус Мастер. Подписывайтесь на мой канал и на его канал. Ставьте лайки под этим видео. Смотрите вот эти видосы. Пишите комментарии. Делитесь этим видео с друзьями. Может быть, тогда больше саратовцев узнают о проблемах с трамваем, и проблемы начнут потихонечку решаться, потому что общественный запрос решает многое. Спасибо за просмотр. До новых встреч!